Эта история прорастает из глубин времен, когда души юные окутывались мглой неразрешенных обид. В семьях, где род искалечен, а слово правды погребено под камнями гордыни, рождаются дети, избранные небесами для тяжкой ноши. Они становятся козлами отпущения, жертвами чужих страхов и непрощенных грехов предков. Это не проклятие, братья мои, а испытание, коим проверяется стойкость духа и глубина сердца. Не рождается дитя с клеймом виновника, но в кругу семьи, где застыла ледяная тишина обид, роль эта назначается негласно, словно наследственная печаль, передаваемая из рода в род та, чья душа наиболее открыта для мира и чужих страданий, становится вместилищем для всей накопившейся скверны, боли, стыда, вины предков. Это как трещина на древнем сосуде, незаметная сначала, но постепенно подтачивающая его изнутри. Такой ребенок лишен безусловной любви. Ее приходится заслуживать покорностью и молчанием, словно выполняя бесконечный обряд умилостивления духов прошлого. Дом становится клеткой, в которой душа томится в одиночестве, а каждое слово правды душит страх перед гневом домочадцев. Успехи и достижения меркнут на фоне вечного осуждения, словно свет звезды, заслоненный облаками тумана. За внешней благополучностью семьи скрывается тьма. Незримый гнет над одним избранным, и лишь он один видит эту реальность во всей ее неприглядности. Как жертва, принесенная на алтарь семейного спокойствия, он познает горечь отвержения и отчуждения, словно изгнанник, лишенный крова и защиты. Но даже в этой тьме зажигается искра, дар эмпатии, рожденный как средство самозащиты. Чтобы выжить в этом мире лжи и лицемерия, юная душа учится читать по глазам, улавливать малейшие изменения в голосе, чувствовать невысказанные слова. Она становится чутким барометром эмоционального климата, словно Велес предвидит бурю по полету птиц. Это не слабость, братья мои, это сила, данная небесами для того, чтобы исцелять мир от ран и страданий. Она научается видеть страх за гневом, боль за жестокостью и трещины в маске совершенства. Ее нервная система превращается в точный компас, указывающий путь к правде сквозь лабиринт иллюзий. Ибо даже из самой глубокой раны может прорасти цветок мудрости. Тьма не способна погасить свет души, она лишь делает его ярче, острее, чище. Ребенок, познавший горечь отвержения, обретает способность видеть мир глазами других людей, сострадать и понимать их боль. Он становится посредником между мирами, мостом, соединяющим души в поисках гармонии и исцеления. Но путь эмпата труден и тернист. Важно помнить об охране своего внутреннего мира, устанавливать границы между собой и окружающими, словно воздвигая каменные стены вокруг священного угоща. Необходимо учиться отделять свои чувства от чувств других людей, чтобы не раствориться в чужой боли. Практики медитации, общение с природой и мудрость предков помогут укрепить дух и сохранить психическое здоровье. И вот наступает час истины, когда рана перестает быть источником боли, а становится вратами в новое измерение бытия. Ребенок осознает свою истинную природу избранника небес, посланника, света и исцеления.
Он видит сквозь завесу иллюзий, различает ложь за словами и чувствует боль мира всем своим существом. Он становится проводником правды тем, кто несет утешение и надежду в мир, погрязший во тьме. Ибо из самой глубокой тени рождается самый яркий свет. Он обретает силу не в обладании властью, а в способности сострадать. Понимать и любить безгранично, словно жива дарует жизнь всему сущему. И если вы узнали в этой истории себя, знайте, ваш жизненный опыт был подготовкой к великому дару. Поделитесь своими мыслями и историями, ибо каждый голос является частью единого рода. И пусть сворожий свет осветит вашу дорогу, а Велес укажет верный путь. Mm-hmm.